Друзья, всем привет! Ну вот, мы сегодня запустились на вот этой вот большой выставке, как мы и планировали, в 2 часа. Как я и обещал, мы получили комплименты в виде аплодисментов. Люди постепенно разбираются, что эта технология из себя представляет. Мы ожидаем, что в течение часа или двух у нас добавится на сайте лендинг «Вода», поэтому можно заходить, знакомиться. Также у нас сейчас на канале YouTube появился ролик, который подробно рассказывает, как устроена эта технология. Я напомню, мы уже получили патент в Сингапуре и в России. И также у нас есть планы получить значит, патенты в 75 странах мира. И значит, возможная критика о вечном или разговоры, возможные разговоры о вечном двигателе сразу тоже мы можем здесь обсудить. Ребята, это не вечный двигатель, это мы просто используем силу природы, силу тяжести и силу Архимеда. По такому же принципу работают, ну не по такому же принципу, а используя силы природы, то есть законы природы, гидроэлектростанция, когда значит, облака переносят воду в горы, да, с этих гор потом вода стекает вниз, и сила, то есть сила, которая имеет эту самую воду, вращает турбины. Точно так же мы можем обратить внимание на приливные станции, которые работают во время прилива и отлива. О их принципах вы можете также погуглить. Ну, я думаю, что большинство понимает, о чем речь. Ну, а здесь просто-напросто значит, гидроэлектростанция нового типа, где мы используем силу тяжести, вот, для того, чтобы это гидрошаттл пошел вниз, и силу Архимеда, чтобы он пошел вверх. Воздух, который находится, который поднимает этот самый гидрошаттл, в реальном объекте он будет находиться под очень высоким давлением, и мы будем рекуперировать этот самый воздух высокого давления и опять получать энергию с него. Поэтому это такая безубыточная у нас история. Вот, очень хорошо она встраивается, я считаю, что в современный мир. И как раз сейчас, как раз вот с Бахрейном мы подписали соглашение. Значит, там у нас используется вот эта технология, ветер, вода, они уже знают. Вот, и стадион, который они хотели бы там иметь. Вот. И также мы здесь в Дубае ведем переговоры о том, чтобы нам выделили 3 гектара земельный участок для возведения такого объекта высотой 156 метров. Этот прототип, он должен будет у нас давать 3 мегаватта электрической энергии, и когда мы покажем, что эта вся технология работает, можно будет уже переходить к более масштабным проектам, где можно будет использовать гидрошаттлы. Здесь у нас он 4 килограмма или 5, может быть, его масса. В прототипе мы планируем 5 тонн использовать гидрошаттл, а в реальном объекте это будет 100 тонн, как минимум 100 тонн, и в реальном объекте их может быть 80 штук, 70 штук, и в общем это, вы видите, вызывает хороший интерес. Поэтому, что ж, ребят, сегодня у нас предстарт нового объекта. Значит, на сайте информация должна получиться, там, возможно, какие-то не совсем корректная работа сайта, но это нормально, это предстарт. Полный старт, наверное, мы сделаем в январе месяце 2024 года. Поэтому это предстарт для друзей, для тех, кто, ну, может быть, до конца не понимая, не разобравшись, говорит: окей, я доверяю, я инвестирую. Вот, сегодня у нас такой день. Ну что ж, я оставлю эту камеру. Вы сможете посмотреть в прямом эфире, как это все выглядит. В общем-то, все, что я хотел сказать, я сказал. На днях, может быть, завтра мы сделаем еще один эфир, где уже у вас поднакопятся вопросы, и я буду уже подробнее на них доставлять ответы на эти вопросы. А сейчас пока, любуйтесь. Пока, ребят, спасибо. Эфир пусть идет, я предложу, чтобы он шел. Там минут 10-15.